Когда Rockstar выпускает новую GTA, это всегда нечто большее, чем просто релиз очередной игры. Это событие, которое буквально двигает всю игровую индустрию вперед. И одновременно настоящий кошмар для миллионов старых компьютеров по всему миру. Сейчас GTA 6 еще даже не вышла, но многие игроки уже начинают задаваться одним и тем же вопросом. А мой ПК вообще это потянет? И если смотреть на современные технологии Rockstar, масштабы игры и уровень графики, ответ для огромного количества пользователей может оказаться довольно неприятным, потому что GTA 6 вполне способна стать первой GTA, которая окончательно оставит старое железо за бортом. История, кстати, повторяется уже далеко не в первый раз. Еще в начале 2000-х каждая новая GTA становилась для игроков настоящим испытанием. Когда выходили GTA 3, Vice City и San Andreas, многие впервые начали задумываться о том, что компьютер, купленный на годы вперед, внезапно перестает справляться с новыми играми. Но настоящий удар произошел позже. Я отлично помню релиз GTA 4 в 2008 году. Тогда мне было всего 13 лет, и для огромного количества игроков эта игра превратилась в настоящий технический кошмар. Даже мощные по тем временам компьютеры задыхались от просадок FPS, фризов и бесконечных проблем с оптимизацией. Мой старый ПК с Intel Core 2 Duo, 4 гигабайтами оперативной памяти и GeForce 8600 GT буквально умирал при попытке запустить GTA 4. Иногда игра все-таки работала, но выглядело это так, будто компьютер сейчас взлетит в космос вместе с системным блоком. И самое забавное, тогда казалось, что хуже уже быть не может. А потом пришла GTA 5. Когда Rockstar выпустила игру на консолях в 2013 году, владельцам ПК пришлось ждать еще почти 1,5 года. Но даже несмотря на ожидание, релиз на компьютерах все равно оказался настоящим событием. Многие массово обновляли видеокарты, докупали оперативную память или вообще собирали новые системы только ради одной игры. Но важно понимать одну вещь: GTA 5 по современным меркам была невероятно хорошо оптимизирована. Rockstar буквально сотворила техническое чудо, и именно поэтому игра прожила больше 10 лет, оставаясь популярной даже на относительно слабом железе. Однако с GTA 6 ситуация выглядит совсем иначе. Судя по технологиям, которые Rockstar использовали еще в RDR 2, а также по масштабу новой игры, GTA 6 может стать настоящим технологическим монстром. И вот тут начинается самое интересное. Похоже, эпоха стареньких, но еще нормальных ПК подходит к концу, потому что даже минимальные требования GTA 6 уже выглядят так, будто речь идет не о базовом уровне, а о вполне современном игровом компьютере. Если ориентироваться на текущие технологии и современные стандарты индустрии, то для запуска игры Full HD при 30 кадрах в секунду на низких настройках, вероятно, понадобится процессор уровня Intel Core i5 12400F или AMD Ryzen 5 7600, и это очень серьезно. Видеокарта, скорее всего, потребует минимум уровня NVIDIA GTX 1660 Super или AMD RX 6600 с 6 гигабайтами видеопамяти. Также почти наверняка понадобится 16 гигабайт оперативной памяти, SSD накопитель и Windows 11 в 64-битной версии. То есть для огромного количества пользователей старые GTX 1060, RX 580 и офисные сборки окончательно останутся в прошлом. Но главная проблема даже не в этом. Самое тяжелое начинается тогда, когда речь заходит о действительно комфортной игре, потому что Full HD на низких настройках — это явно не тот опыт, ради которого люди ждали GTA 6 больше 10 лет. Если же говорить о нормальном игровом процессе в 2К и стабильных 60 FPS на высоких настройках, требования становятся заметно жестче. Здесь уже речь идет о процессорах уровня Intel Core i5 14600KF или AMD Ryzen 7 9700X, а среди видеокарт NVIDIA RTX 4070 или RTX 5060 Ti с 12 гигабайтами
терабайтами видеопамяти. И вот здесь многие начинают понимать масштаб проблемы, потому что еще совсем недавно RTX 3060 считалась отличной видеокартой для современных игр, а теперь есть ощущение, что GTA 6 способна очень быстро превратить ее в компромиссный вариант. Также для комфортной игры скорее всего понадобится уже 32 гигабайта оперативной памяти DDR5 и быстрый NVMe SSD минимум на 1 терабайт. И это еще далеко не предел, потому что если Rockstar действительно реализует все то, о чем говорят аналитики и инсайдеры, плотность трафика, сложную симуляцию NPC, огромный открытый мир, современное освещение, трассировку лучей и практически моментальные загрузки, тогда GTA 6 вполне может стать одной из самых требовательных игр за всю историю индустрии, особенно в 4К. И вот тут ситуация становится по-настоящему безумной. Для максимальных настроек стабильных 60 кадров и полноценного рейтрейсинга уже рассматриваются процессоры уровня Intel Core i7 14700KF или AMD Ryzen 7 9800X3D, а среди видеокарт называют Nvidia RTX 5080 и даже RTX 5090 с объемом видеопамяти от 16 до 24 гигабайт. Фактически речь идет о конфигурациях, стоимость которых может быть сопоставима с полноценным игровым мотоциклом, поддержанной машиной или несколькими консолями сразу. И самое страшное, это уже не выглядит чем-то невозможным, потому что Rockstar всегда делала ставку именно на технологический скачок. Каждая новая GTA не просто выходила на рынок, она показывала, каким будет будущее игровой индустрии в ближайшие годы. И GTA 6, судя по всему, станет именно такой игрой. Отдельно стоит поговорить про SSD, потому что многие до сих пор недооценивают, насколько сильно современные игры зависят от скорости накопителя. Во времена RDR 2 Rockstar уже активно использовала сложную систему подгрузки мира, текстур и анимаций, но GTA 6 наверняка поднимет эту планку еще выше. Огромный город, высокая скорость перемещения, плотный трафик, детализированные NPC, практически бесшовный мир. Все это требует колоссальной скорости чтения данных. Именно поэтому обычные HDD, скорее всего, вообще останутся за пределами даже минимальных требований. Фактически, SSD для GTA 6 это уже не рекомендация, это обязательное условие. И чем больше появляется технических деталей, тем сильнее возникает ощущение, что Rockstar готовит не просто новую игру, а настоящий технологический стресс-тест для современных ПК. Возможно, GTA 6 станет той самой игрой, после которой эпоха народных сборок окончательно закончится. И если раньше обновление компьютера оказалось чем-то, что можно откладывать годами, то сейчас многие начинают понимать, встречать GTA 6 на старом железе будет крайне тяжело, особенно если Rockstar действительно реализует все то, о чем индустрия говорит последние несколько лет, потому что в таком случае GTA 6 рискует стать не просто главным релизом десятилетия, а настоящей новой планкой для всей игровой индустрии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставь лайк и подпишись на наш канал. И обязательно поделись своими параметрами ПК, с которыми ты будешь встречать GTA 6.